Канал Радиоремонт. Сегодня очередной ремонт роутера, именно TP-Link TL741. Такие видео у меня на канале уже были. Ну, там были, тоже не включался он, но причины другие, симптомы другими. То есть каждый раз буду показывать с другой причиной не включения и с другими симптомами. То есть здесь, когда я включаю наш роутер, как видим, идет циклическая перегрузка и пытается загрузиться процессор, и диоды просто подмигивают, и то светится, то тухнут. То есть что больше всего и чаще всего бывает в таком случае? Ну, процессор не греется. Чаще всего слетает прошивка вот этой микросхемы, которая называется FEON 032B104H1P. Хотя бывают они и другие маркировки. Вот такая она. Сейчас ближе покажу ее. Как ее прошивать, понятно. В этот раз показывать уже весь процесс не буду, потому что такое видео, где показал весь процесс, как прошивать, какой программой пользоваться и так далее. Такое видео есть или на этом канале, или на ретро-ремонте. Кому надо, найдет. Здесь покажу, как снять ее сейчас. Прошью и поставим, посмотрим результаты, даст ли это что-нибудь или нет именно этому роутеру. Так, теперь надо все это нам подготовить. Для выпайки включаю паяльную станцию. Можно сюда добавить флюсу, можно не добавлять, можно все это понакрывать. Если аккуратно, можно не накрывать. Можно выпаять и паяльником все это, а можно и феном. Все, микросхема выпаяна, можно прошивать. Прошивать буду вот такой колодочки и с помощью такого программатора Mini Pro TL866. Хороший программатор, делал обзор, на канале есть. Не забываем, что здесь есть вот такой разрез и здесь есть точка, что там где точка, это наш первый контакт, и против часовой стрелки ставим, подключаем программатор к компьютеру, заходим, прошиваем и смотрим. Запаиваю феном. Был немножко снес несколько там сопротивления, но поставил их феном обратно. В принципе, можно и паяльником все это запаять. Ну, покажу как феном. Ну, все, практически микросхема запаялась. Теперь осталось прочистить и проверить. Осталось почистить спиртом все это хорошо. Всю эту пайку нашу подсушить и проверить. Хотя флюс тут безотмывочно считается, но лучше довести все до ума. Все, я плату прочистил спиртом теперь и подсушил. Теперь можно включить и испытать. Как видим, пошла загрузка у нас. После того, как я снял флешку, прошил ее и поставил на место, роутер наш ожил, как видим. То есть все начало работать. Теперь осталось только подключить его к компьютеру. Собрать, точнее, подключить к компьютеру, проверить Wi-Fi, все порты и... Вот и третий заработал все это дело. В принципе, вот таким методом можно все это восстанавливать.
что в принципе хотел, показал. Да, еще если не уверены, что нормально допаяли вот эту флешку, можно допаять обычным ножки паяльника. Ну, обычно хватает и так. Но это если не сильно большой опыт. Тогда лучше паяльником снимать, лучше паяльником ставить. Хотя у кого как получается. В принципе, что хотел, показал. На этом все. До новых видео.